Здравствуйте, дорогие участники Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Сегодня мы разберем задание муниципального этапа олимпиады для учащихся 7-8 классов 2021-2022 учебного года. Олимпиадные материалы муниципального уровня включали в себя следующие разделы: аудирование, чтение, грамматику и лексику. Первый раздел аудирования содержал одно задание – диалог, который требовалось прослушать и затем дополнить предложение по содержанию диалога. Это задание на множественный выбор. Перейдем к их разбору. В первом предложении требовалось определить этническую принадлежность Михаила Врубеля. В диалоге экскурсовод упоминает его как знаменитого русского художника. That's right, it's the famous Metropole Hotel, built in 1905 in the Art Nouveau style. If you look up, at the top of the building, you will see a beautiful mosaic by the famous Russian artist Mikhail Vrubel. Таким образом, правильный ответ – Russian. Во втором предложении требовалось определить, почему Петровский театр назывался Петровским, в честь кого или чего. Экскурсовод говорит, что он так назывался по названию улицы Петровка, на которой он стоял. It was a different building back then, which later burned down, and it was called the Petrovsky Theatre because this street here is called Petrovka. Итак, правильный ответ – a street. В третьем предложении надо было определить, какое из зданий было построено раньше других. На протяжении диалога экскурсовод упоминает годы постройки всех трех зданий. It's the famous Metropole Hotel built in 1905 in the Art Nouveau style. It's the Bolshoi Theatre. This building was built in 1825. This is Central Department Store, ZUM, and it was indeed built in 1908 in the Gothic Revival style. Таким образом, самое старое из всех зданий – здание Большого театра. Это и есть правильный ответ. В четвертом предложении требовалось определить, какое представление или постановку упоминали в диалоге. На выбор представлены два названия – «Дон Кихот» и «Принцесса Греза», а также без названия какая-то пьеса Чехова. И оба названия, и Чехов в диалоге упоминаются. Посмотрим, в каком контексте. The mosaic is called the Princess of Dreams. It's the Bolshoi Theatre. I saw Don Quixote here yesterday. A beautiful ballet. Many famous people loved shopping here, including the writer Anton Chekhov, who bought everything from clothes to writing paper and envelopes here. Единственная постановка получается «Дон Кихот». Это и есть правильный ответ. И, наконец, в пятом предложении надо было определить, в каком стиле построена гостиница «Метрополь». It's the famous Metropole Hotel, built in 1905 in the Art Nouveau style, говорит экскурсовод. Таким образом, правильный ответ – модерн или Art Nouveau. Art Nouveau. На этом раздел аудирования заканчивается, и мы переходим к разделу чтения. Здесь требуется прочитать текст об известном педиатре Вирджинии Абгар и определить, в каком из абзацев, а всего их 5, можно найти ту или иную информацию. Перейдем к его разбору. Итак, первое задание. A well-known period of time in the history of the United States of America. Известный период в истории США. Это задание страноведческого характера, и единственный период истории Америки, который упоминается в тексте, это Великая депрессия, the Great Depression. Этот период истории упоминается во втором абзаце. When the Great Depression happened, her family suffered money troubles. Второй абзац у нас под буквой B, итак, верная опция B. Второе задание. Why the system of checking a newborn's health is called Apgar score? Почему система проверки здоровья новорожденного называется шкалой Апгар? Данную информацию мы находим в самом первом абзаце. Dr. Virginia Apgar's work has protected babies since 1952. That's when she developed a scoring system that helped doctors and nurses look carefully at newborn babies. The rating system is called the Apgar score. Таким образом, верная опция A. Третье задание.
Dr. Apgar's hobbies when she was a young girl. Хобби доктора Апгар, когда она была молоденькой девушкой. Об этом говорится тоже во втором абзаце. She played several sports, wrote for the college newspaper and played the violin. Таким образом, снова правильный ответ B. Четвертое задание. Explanation what the Apgar score consists of and how it works. Объяснение, из чего состоит шкала Апгар и как она работает. Это мы находим уже в предпоследнем абзаце. Dr. Apgar's scoring system for newborn babies is still used today. It gives points for a baby's heartbeat, breathing, muscle tone, skin color and reflexes. If a baby's score is 10, the doctor knows the baby is doing fine. If the score is very low, the doctor can give the baby proper medicine. Правильный ответ D. Пятое задание. The fact that the Apgar score is an international medical procedure. Тот факт, что шкала Апгар международная. Об этом говорится уже в самом первом абзаце под буквой A. Today the Apgar score is used around the world. Дело в том, что в абзаце под буквой D тоже говорится о том, когда используется эта шкала. Но здесь говорится именно когда, до сих пор, it is still used today, но не говорится где. Можно было бы ошибиться, но единственный абзац, в котором говорится о том, что это международная шкала, первый абзац, так что правильный ответ A. Шестое задание. A medical mistake that was found and corrected by Dr. Apgar. Медицинская ошибка, которую нашла и исправила доктор Апгар. Об этом мы читаем в третьем абзаце под буквой C. This helped Dr. Apgar to realize that a medicine doctors gave to mothers did not help their babies. She changed to a different medicine and published a report. The report convinced other doctors to change too. Верная опция C. Седьмое задание. A personal characteristic of Dr. Apgar's relatives. Личные качества членов семьи доктора Апгар. Об этом говорится во втором абзаце. She once said that people in her family never sat down. Правильный ответ B. Восьмое задание. Charity work that Dr. Apgar was involved in at some point in her life. Благотворительная деятельность, в которой принимала участие доктор Апгар в какой-то определенный момент своей жизни. Об этом говорится в последнем абзаце. She raised money to help study childhood disabilities. То есть правильный ответ E. И последнее, девятое задание. The year when the Apgar score was developed. Год разработки шкалы Апгар. Об этом также читаем в самом первом абзаце под буквой A. Dr. Virginia Apgar work has protected babies since 1952. That's when she developed a scoring system. Таким образом, верная опция A. На этом заканчивается раздел чтения, и мы переходим к следующему разделу лексика и грамматика. Первое задание главным образом на лексику, причем здесь часто встречаются слова, так называемые ложные друзья переводчика, которые имеют похожие по звучанию аналоги в русском языке, но не всегда это действительно аналоги. Значения иногда в двух языках, английском и русском, разные. Итак, перед нами диалог, в предложениях которого надо заполнить пропуски, выбрав правильную опцию из 4. Номер 1. I went to the drugstore. My allergies are back, but I didn't have the doctor's. Пошел в аптеку, хотел купить спрей для носа от аллергии, купить не смог, так как не было чего-то от врача. Опции у нас здесь appointment, prescription, recipe и receipt. То есть запись на прием у врача, рецепт или назначение врача. А далее идут слова, похожие на русское слово рецепт, но имеющие значение кулинарный рецепт, чек об оплате. Подходит здесь только слово prescription. Это и есть верный ответ. Номер 2. It turns out my old one has... Итак, купить лекарство он не смог, не было рецепта врача, потому что выяснилось, что старый рецепт просрочен. Опции у нас finished, ended, expired и prescribed. Единственная опция, которая здесь подходит, expired. Это и есть правильный ответ. В третьем номере говорится «Oh, what a...» Вот ведь досада.
Единственное, что здесь подходит, это слово nuisance. Unfortunate – прилагательное, а тут у нас неопределенный артикль, говорящий, что должно быть существительное. Appointment совсем не подходит по смыслу. Thing могло бы подойти для выражения скорее удивления или восхищения, или даже расстройства по поводу чего-то, но более конкретного, не раздражения, как в данном случае. Так что остается только what a nuisance. Номер 4. Yeah, but I've already made an with Dr. Smith. Но я уже записался на прием к доктору Смиту. Это будет не встреча, meeting, не свидание, date, не что-то неопределенное, как просто thing. Правильный ответ здесь appointment. Номер 5. I'll see him first tomorrow morning. Я с ним встречусь первым делом завтра утром. Вот здесь как раз первым делом first thing. Все остальные слова не подходят. В 6 номере was there anything in the mail? Just the electricity something. В почтовом ящике был только счет за электричество. Неоплаченный счет, который нам приносит, это bill. Это не receipt. Receipt – это тот чек, который нам выдают после того, как мы что-то оплатили. И опять-таки recipe – это рецепт кулинарный, а document – это не особо определенный, не очень понятный документ. Здесь нужно что-то более конкретное – the electricity bill. 7 номер. Why are you пропуск? Anything? А что, ты чего-то ожидаешь, какой-то почты? Waiting не подходит ни по смыслу сидеть и активно ждать чего-то. Кроме того, тут бы еще потребовался предлог for. Are you waiting for something? Looking for – искать тоже не подходит нам по смыслу. Looking forward to не подходит, так как здесь нужно было бы что-то определенное, а не anything. И кроме того, это тоже не означает ждать или ожидать, что что-то должно прийти. Единственный возможный вариант – expecting. Номер 8. I've ordered a cookbook for Susan, a book of cake. Я заказала для Сьюзен поваренную книгу с рецептами тортов. Здесь у нас все те же ложные друзья переводчиков, но теперь нам из них нужно найти уже кулинарный рецепт, а это recipe. Так что a book of cake recipes. Это единственное, что здесь может подойти. Номер 9. Anything for Vicky? Yes, a couple of books. Да, заказала парочку книг. Каких книг? Нужен, видимо, жанр. К жанру у нас относится только опция fantasy. Можно было бы, конечно, сказать фантастических в значении потрясающих книг. Парочку потрясающих книг. Но тогда это было бы fantastic. А тут такой опции нет. Номер 10 – это продолжение того же самого предложения. Yes, a couple of fantasy books that I've read great of. Заказала именно те книги, на которые прочитала хорошие. И здесь, безусловно, должно быть слово «отзывы». Это reviews. Остальные означают совершенно что-то другое. Номер 11. Восклицание. В качестве восклицания здесь может использоваться только одно слово. Это fantastic. Все остальное здесь не подходит по смыслу. Fancy тоже восклицание. Есть такое восклицание, но оно означает «ну надо же, кто бы мог подумать». А здесь совсем другой контекст. Контекст такой, что человек рад, что книжки уже заказаны, что подарки для дочек будут. 12 номер. I love reading her books. Once she herself has already read them, of course. I really value her. Я очень ценю ее что? Отзывы, рецепты, запись на прием или рекомендации. Безусловно, рекомендации. Если дочка уже прочитала книги, она уже может дальше порекомендовать, стоит их читать или нет. Я очень ценю ее рекомендации. Это и есть recommendations, правильный вариант ответа. Номер 13, последний в этом задании. That'll me some money. Это мне сэкономит денег. Здесь, конечно, такой есть дистрактор economy, но он не подходит, поскольку это существительное, а нам нужен глагол. Кроме того, economy имеет совершенно другое значение и не используется в английском языке, как в русском, то есть это тоже своеобразный ложный друг переводчика. Здесь подходит только слово save, копить, экономить. That'll save me some money. Это и есть правильный ответ. На этом заканчивается первое задание данного раздела,
И начинается второе. Оно похожее, тоже надо вставить в текст пропущенное слово, выбрав только уже из 3 опций, а не из 4. Это задание уже на грамматику. Давайте его посмотрим. Номер 14. Like the American Thanksgiving, celebrations began as a way of showing gratitude for a good harvest. Так же, как и американский День Благодарения, многие праздники зародились как выражение благодарности за хороший урожай. Многие праздники. Праздники исчисляемые существительное, оно тут стоит во множественном числе. Значит, much точно не подходит, а few означает, наоборот, мало. Слово «мало» здесь не подходит по смыслу, как и американский День Благодарения. Мало какие праздники зародились как выражение благодарности. Бессмыслица получается, значит, единственное возможное слово – это many. Номер 15. In Korea, people, пропуск, an autumn holiday called Chuseok. В Корее люди празднуют или отмечают осенний праздник под названием Chuseok. Здесь у нас 3 варианта ответа – celebrate, celebrated и have celebrated. Для того, чтобы определить, какой точно должен быть ответ, нам надо посмотреть это предложение до самого конца. In Korea, people, an autumn holiday called Chuseok for than 1000 years. Поскольку здесь у нас есть ссылка на то, сколько лет они уже отмечают этот праздник, мы понимаем, что здесь должно быть время present perfect. Поэтому это и есть правильный ответ. Номер 16. Это то же самое предложение, и здесь нам надо как раз посмотреть. По смыслу мы понимаем, что они отмечают этот праздник уже более чем 1000 лет. Что мы выберем? More, much or many. Тут нам требуется сравнительная степень, значит, мы выбираем слово more. More than 1000 years. Номер 17. Families, пропуск, special foods. Семьи готовят особую еду. Готовят. Нам требуется множественное число, потому что у нас слово families стоит во множественном числе. Значит, у нас вариант будет prepare. Preparing бессмыслица, поскольку здесь нет никакого вспомогательного глагола, а prepares в единственном числе. Номер 18. Это то же самое предложение, его продолжение. Families prepare special foods, пропуск, newly harvested crops. Здесь нам, несомненно, требуется причастие. Если бы, предположим, после слова food стоял союз and, families prepare special foods and use newly harvested crops, тогда можно было бы предположить, что use тоже может быть использован. Uses отпадает сразу, опять-таки, потому что families во множественном числе, но здесь нет этого союза and, поэтому продолжение этого предложения модифицирует то, что было в начале. Получается, что возможный ответ только using. Families prepare special foods using newly harvested crops. Номер 19. On, пропуск, holiday itself. Здесь мы должны определить, нужен ли нам вообще артикль, и если нужен, то какой. Вот слово itself как раз нам говорит о том, что праздник очень определенный, поэтому нам нужен определенный артикль. On the holiday itself. И мы переходим к 20 номеру, это продолжение того же самого предложения. On the holiday itself. И тут мы должны выбрать Korea, Korean или Koreans give thanks. Поскольку у нас глагол give стоит во множественном числе, то, безусловно, нам требуется и существительное во множественном числе, это будет Koreans. Но это не конец предложения, мы сразу переходим к 21 номеру. So, on the holiday itself, Koreans give thanks and remember their ancestors. В 21 номере у нас даны омофоны, то есть слова, произношение которых почти совсем одинаковое. Из них нам требуется опция their, T-H-E-I-R, которая означает их, своих. Корейцы благодарят и вспоминают своих предков. Номер 22. Later, lesser или last in the day. Позже, в тот же день. Безусловно, нам требуется опция later, поскольку lesser имеет совсем другое значение, меньший, а later как раз и означает позднее или позже. Later in the day they enjoyed или
are enjoying a feast of rice cakes, fresh fruit and vegetable soup. Позже, в тот же день, они наслаждаются угощениями или яствами из риса и прочих вкусностей. Опять-таки, это происходит из года в год. Это повторяющееся действие в настоящем, и оно требует времени present simple. То есть это будет слово enjoy. Это и есть правильный ответ. Номер 24. In the US, Thanksgiving honors a tradition that began in 1621 with the Pilgrims and the Wampanoag Indians. Здесь традиция, зародившаяся в 1621 году, определенное время в прошлом, требует, безусловно, простого прошедшего времени began. И последний номер 25. Типичный День Благодарения включает в себя такое-то меню. A typical American Thanksgiving includes, is including foods such as turkey, potatoes и так далее. Поскольку a typical American Thanksgiving даже с неопределенным артиклем в начале говорит нам о том, что это единственное число, безусловно, и глагол должен быть в единственном числе. Их у нас тут два таких, includes и including. Но в данном случае это повторяющееся действие в настоящем. Каждый год они этим занимаются. Каждый год типичный американский обед в День Благодарения включает в себя такое-то меню. Таким образом, это слово includes. На этом заканчивается второе задание в этом разделе, и мы переходим к третьему и последнему. Оно одновременно и на короткий ответ, и на множественный выбор. Джози должна измерять всякие вещи, для этого ей нужны инструменты. Требуется определить, что именно Джози должна измерить и каким инструментом это сделать. Инструменты даны на выбор: yardstick, clock, scale, thermometer, measuring cup, teaspoon, measuring tape и ruler. А параметры надо сообразить самим. В качестве примера дано следующее предложение. What tool could Josie use to find out how high up in the tree her brother's treehouse is? Чтобы измерить высоту дома на дереве, потребуется то, чтобы мы в нашей метрической системе назвали метром. Такая длинная метровая линейка. В данном случае это не метр, это будет ярд, то есть это линейка длиной в 1 ярд, yardstick. А слово «высокий», how high up in the tree her brother's treehouse is, должно быть преобразовано в существительное, и это существительное height. Итак, перейдем к решению самих заданий. Первый номер. What tool could Josie use to find out how heavy a pumpkin is? Каким инструментом могла бы воспользоваться Джози, чтобы выяснить, насколько тяжела тыква? Другими словами, сколько она весит. Чтобы измерить вес тыквы, Джози могла бы воспользоваться весами. Значит, правильные ответы здесь weight и scale. Итак, второй номер. What tool could Josie use to find out how long their living room is? Каким инструментом могла бы воспользоваться Джози, чтобы измерить длину их гостиной? Чтобы измерить длину комнаты, Джози могла бы воспользоваться рулеткой. Значит, правильные ответы здесь length и measuring tape. Конечно, линейкой тоже можно было бы измерить, но линейка слишком маленькая, тем более, что, возможно, она пригодится для чего-то еще. А как видно из задания, каждый инструмент здесь можно использовать только один раз. Посмотрим на третий номер. What tool could Josie use to find out how hot it is outside? Каким инструментом могла бы воспользоваться Джози, чтобы выяснить, насколько жарко на улице? Чтобы измерить температуру на улице, Джози могла бы воспользоваться градусником. Значит, правильные ответы здесь temperature и thermometer. Четвертый номер. What tool could Josie use to find out how long and wide her mobile phone is? Каким инструментом могла бы воспользоваться Джози, чтобы измерить свой мобильный телефон, определить его длину и ширину? Для этого она могла бы воспользоваться линейкой как раз. Линейка маленькая, мобильный телефон тоже. Значит, правильные ответы здесь length, который уже был у нас в предыдущем варианте, width, ширина, и ruler. И последний, пятый номер. What tool could Josie use to find out how long it takes her to solve a math problem? Каким инструментом могла бы воспользоваться Джози, чтобы определить, сколько у нее занимает решение задачки по математике?
Чтобы измерить время, требующееся на решение задачи по математике, Джози могла бы воспользоваться часами. Значит, правильные ответы здесь time и clock. На этом заканчивается раздел грамматики и лексики, и мы заканчиваем разбор заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-8 классов 2021-2022 учебного года. Всего хорошего, успехов вам!